Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня 11 октября. По-прежнему тепло, погода бьет все рекорды по теплу в этом году. Фацелия у нас цветет уже целый месяц. Пчелки постоянно летают, ничего уже больше не цветет. Многие там сомневались, что фацелия может второй раз зацвести. А тем более, что может дать какой-то мед. Но тем не менее, вот яркий результат. И я еще раз всем предлагаю подсевать, высаживать, какие только у кого есть возможности, медоносы. Очень много здесь пчел. Вот если подойти, снять поближе, сколько тут пчелок летает. И, кстати, в ульях видно, что появляется напрыск, по чуть-чуть пчелки подпечатывают, есть куда им летать. А по такому теплу, то, собственно говоря, что им в ульях сидеть? Температура у нас сегодня 20 градусов. Вот так идет интенсивный лед пчел. Здесь, скорее всего, идет облет молодых пчелок. Там летают, да, все ульи летают. Летают на фацелию, на медосбор. Летают где-то что-то еще ищут себе. По такому теплу, конечно, чтобы они сидели в улье, не знаю, запечатать их, чтобы сидели. И летают. Значит, тема нашего сегодняшнего видео: как формируется зимний клуб пчел при закрытых верхних литках. Значит, где-то 2 месяца назад я показывал и рассказывал, что я закрыл во всех ульях верхние литки. И в прошлом году я снимал видео, когда были открытые верхние литки. Клуб пчел вот в это время формировался между верхним и нижним литком. Это была неправильная формировка, потому что меда вверху оставалось мало, клуб поднимался наверх, и в принципе приходилось их подкармливать. Сейчас посмотрим, как формируется зимний клуб пчел при закрытых верхних литках. Откроем это на додановскую рамку и на украинскую. Там 2-3 улья. Здесь у нас вот тоже как интенсивно летают. Здесь у нас маточка Склинар. Она будет у нас племенной в следующем сезоне. Это маточка искусственного осеменения. Сейчас посмотрим. Что у них там делается. Немножко дымом, потому что, конечно, они... и личинка моли есть, нашел. Они будут немножко злиться. Но семьи, конечно, у меня сильно попросаживались. Я хочу тему эту осветить в следующем видео. Причина. Забегая наперед, сразу скажу, что причина клещ. В следующем видео я хочу более это развернуто об этом рассказать. Так, открываем. Здесь еще нету окончательной сборки, то есть пока я так оставил, потому что тепло. Здесь вот с этих рамочек крайних, тут я выставил за заставную, они переносят мед постепенно туда в гнездо. Вот, работают на этих рамочках, вот так. Поэтому стоят на осушку, как бы так, рамочки. Прям так. Немножко дыму. Сколько тут улочек? Меньше, чем бы мне, конечно, хотелось. Уже что есть. Это по всем, практически по всем семьям. Где больше, где меньше. Так, последняя рамочка. Рамочки медовые, полностью медовые. Единственное, что вот тут видно, вот эта свежая печаточка, подпечатывают. Вот открытый мед. Много открытых. Я потом перекомплектую. Возможно, такую ближе к центру где-то, чтобы мед не пропал, не закис. Вот, а на край, может, более запечатанную. Там посмотрим. Так, вторая рамочка. Вот такое количество пчел. И там это. Конечно, они сейчас порасползались. Это они, если соберутся в клуб, то их тут намного меньше будет. Так, тут стоит полоска. Смотрим. Так, вот как формируется зимний клуб пчел. Вот здесь литок у нас внизу.
И вот здесь вот клуб собирается, и немножко есть расплода. Вот здесь они подливают. Расплод вышел, и они сразу подливают, и потихоньку смещается клуб к литку. Это сразу вот видно на примере этой рамочки. Вот видно, тут расплодик. И тут вот уже медом подливают. Расплод выходит и ближе. Вот тут и будет клуб формироваться. Это именно напротив, вот так рамочка стоит, напротив нижнего литка. Так что то, что я вот сделал, я все-таки считаю, что это правильно. Так, дальше. Вот, кстати, маточка попалась. Вот она, маточка, ходит. Маточка склинар искусственного семенения. То же самое по этой рамочке. Тут все мед. Здесь расплод вышел. Даже засеяла она, по-моему, по новой. Я так не вижу. Да, по-моему, яйца есть. Есть, вижу. Вот, то есть тут вот напротив литка и будут они собираться и обогревать расплод сколько смогут. Так, дальше. То же самое в этой. Вот рамочка. И вот формируется клуб пчел напротив литка. Вот. Что и требовалось доказать. Ну, всех пересматривать, я не знаю, стоит, не стоит. Ну, посмотрим. Еще одну рамочку, ладно. Коли мы уже открыли. Ну, вот так вот. То же самое. То же самое. Тут они еще подпечатывают. И потом потихоньку смещаются сюда. Тут мед, а здесь открытые соты вот в самом низу напротив литка. Ну, некоторые рамочки я еще для зимовки уберу. Потом еще чуть-чуть скомплектую, посмотрю. Пока это не окончательная формировка еще. Тут у нас семья с маточкой Пешец из Германии. Маточка 2018 года. Не пытались ее сменить. Абсолютно она прекрасно себя чувствует. Ну, тоже сейчас посмотрим. В каком они тут состоянии, сколько пчел. И как они опять же сформировали зимний клуб. Ну, начинают, по крайней мере, формировку. Тут я поставил рамочки на осушку из других ульев там на украинскую рамку, потому что не помещается в те ульи, там полные. Поэтому я вот их так положил, и пчелки тут перебирают их и мед туда переносят к себе в гнездо. Так, это для того, чтобы пчелкам легче перемещаться было сверху. Так. И тут тоже за заставную вот еще пару рамок. Тоже как лишнее. Я не могу сейчас их убрать в хранилище, иначе моль сразу съест. Моль сразу съест. Поэтому я вот так за заставной, и они себе там что-то немножко перебирают и, по крайней мере, охраняют от моли. Сейчас в ульях стоит сколько? Вот я раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 рамок. Ну, тут еще надо будет убирать рамки. Так, ну вот смотрим. Ну, это крайняя. Но все равно прослеживается везде мед. Только уголок впереди, напротив нижнего открытого литка, тут открытые ячейки. Все остальное мед. Вот, то есть то же самое. Формировка подтверждается. Ну, это пока крайняя. Сейчас мы туда ближе к центру дойдем. Так, тут их тоже меньше. Ну, вот то же самое. Вот здесь только открытые ячейки. Впереди у литка. Все остальное мед запечатанный. Так, идем дальше. Ну вот уже ближе там, где уже как бы гнездо формируется. Сейчас смотрим. Вот тут их побольше. Вот. А, кстати, и маточка попалась. Вот красненькая меточка. Там с номерком. С номерком. А, уже худая такая видно. Это уже не сеет. Расплода здесь ни закрытого, ни открытого нету. Эта маточка не сеет. Ну, вот видно, расплод вышел вот здесь. Так? И занесли они медом. Занесли медом. А здесь оставили для себя, для формирования клуба. Впереди, внизу, классический, как книги пишут. И то, в принципе, что нам и требовалось доказать. Ну, еще одну рамочку посмотрим. Все перебирать не будем. Так, вот следующая рамочка. То же самое, видим. Здесь был расплод везде, вот здесь последний. Вышел, занесли медом.
И оставили вот здесь в углу, в самом низу, для себя пустые ячейки, где будет сформирован клуб. Так, все закрываем. Ну и наиболее виден этот эффект в ульях на украинскую рамку. Потому что на додановскую рамку там еще близко литок к литку расположен. А здесь, вот если посмотреть, то верхний и нижний литок расстояние очень большое. Если клуб между ними сформируется, идти им тут очень мало на украинскую рамку. Поэтому сейчас посмотрим, как сформировался клуб пчел при закрытом верхнем литке на украинскую рамку. Итак, открываем, смотрим. Тут, я еще раз говорю, много лишних рамок за заставной медовых, потому что пришлось там некоторые семьи пообъединять. И куда девать эти рамки, в хранилище нельзя еще, потому что моль сразу так там и ждет. Вот, поэтому так. Это я на всякий случай дымом чуть-чуть, потому что не хочу маску одевать. Так, чтобы пчелок предупредить, что я тоже вооружен и опасен дымом. Так, это пустая рамочка, совсем пустая. Пчелки тут охраняют от моли. Так, в сторону ее. Тут что? Это за заставной. Так, вот это медовая, ну я же говорю, тут могут переносить к себе в гнездо туда, если он им там нужен. Если нет, просто тоже охраняю. О, сколько тут еще пчел. Тут. Ну и мед тут. Вот на меду работают. Медок. Но много тут их. За заставной сколько пчел. Ну, похолодает, они переберутся, конечно, туда в гнездо. Пока тепло. Так, тут рамочка. Хорошо, дальше идем. Заставная. Так, сколько тут у меня сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 рамок. Ну, это очень много, конечно. Ну, позабираю еще. Так, крайняя. Отличная рамка, полностью медовая. Вот видно, как подпечатали, интересно, да? Вот здесь мед тот, что был, и вот это то, что они в конце поднесли, подпечатали, а здесь еще не запечатанный мед. Вот, ну это крайняя. Идем дальше. Так, тут смотрим о том эффекте, который я говорил. Вот мед и уголок в самом конце внизу, тут есть пустые ячейки. И есть открытый мед, где предположительно они и будут собираться. Так, идем дальше. Ну, есть из чего выбрать. Как бы есть из чего выбрать. Поэтому то же самое. Вот тут они подпечатали. Видно, подпечатали уже свежий мед. И здесь оставили себе для клуба. Вот с этой стороны тоже. Сколько. Тоже внизу оставили себе для клуба. Есть. Так, идем дальше. А тут уже добираемся к центру, потому что я смотрю, тут уже полоски стоят. Так, это полегче рамочка. Смотрим. Смотрим. Вот здесь сколько еще расплода. Вот еще расплод. И то же самое, сверху вышел, они подпечатывают. Ну, то же самое. И тоже, что... И вот, еще какой расплод еще плотный, да, в это время. Вот какой расплод. Видно? Интересно. Вот такой еще расплод. Так, одна рамочка. Идем дальше. Ну, эти рамочки, конечно, желательно будет забрать. Если у меня это получится, если совсем не уйдем мы в холода, в морозы, что я не смогу сюда добраться. Желательно будет эти центральные рамочки забрать, а те сдвинуть. И там есть место для клуба. Так, сейчас полоску достаю. Так, следующая рамочка. Смотрим. То же самое, тут расплод. И вот маточка попалась. Маточка этого года. Молодая. Так. Это F1 уже, карника. Так. Тут расплод. А здесь вышел расплод.
вышел расплод, и то же самое, немножко набрасывают они тут нектар, ну и маточка опять засеяла, я вижу, там опять есть засев. Есть засев. Поэтому да, вот эти рамки надо будет убрать. Так, есть. А ну посмотрим еще одну. Да, и вот это тоже. Такая не очень тяжелая, как бы, ну мед тут есть. Ага, ну правильно. Тут уже закончилось как бы гнездо, и они набросали поближе кормить пергу. Тут забили пергой. Вот эту рамочку тоже можно будет убрать. Для зимы она им не нужна. А, и вон сколько ходят еще, пыльцу поприносили. Трамбуют. Находят еще пыльцу. Что-то еще цветет. Вот так. Так, ну хорошо. То есть вот я о чем? О том, что вот я показывал там в прошлогоднем видео, что если открыть верхний и нижний литок, то клуб пчел формируется между литками. Между верхним и нижним. Если же все-таки открыть один нижний литок, то клуб более правильно формируется впереди, внизу у нижнего литка. Ну вот, в принципе, видео, то, что я хотел сегодня рассказать.